Как оказалось, проблема погребения актуальна не только для стран с большим количеством населения, но и государств с высоким экономическим уровнем. Особенно этот вопрос беспокоит мусульман США, так как порой, несмотря на максимально упрощенный обряд захоронения, сумма, необходимая для ритуала погребения, может стать непосильной для семьи усопшего. Отлично иллюстрирует эту проблему история пакистанца Мохаммеда Абдуллаха, который в прошлом году потерял отца. Он хотел быть похороненным в Нью-Йорке, где жена и дети могли бы навещать его. Однако это оказалось непростой задачей. В Нью-Йорке проживает более миллиона мусульман, но специализированных кладбищ нет. Мусульманам предоставляются только отдельные участки. Ситуация обострилась после пандемии COVID-19, когда стоимость участков для кладбищ резко возросла, и мечети больше не имеют возможности покупать их для массовых захоронений по более низкой цене. Кладбище Вашингтон Мемориал Парк – одно из крупнейших в Нью-Йорке. Здесь мусульманам предоставляют отдельную секцию. Цена погребения составляет $9,5 тысяч, свыше 680 тысяч рублей. Допускается оплата в рассрочку, которую можно разделить на несколько лет. Сообщается, что цена для мусульман завышена, так как в отличие от христианской традиции, им не нужны затраты на гроб, похоронную процессию и прочее. В связи с этим представители Бюро ритуальных услуг пытаются компенсировать разницу заработка, которую они теряют, предоставляя услуги приверженцам ислама. По словам президента Исламской ассоциации Лонг-Айленда Хуршида Анвара, мусульманское население штата возросло в 10 раз за последние 10-20 лет. Соответственно, больше людей умирает каждый год. Из-за дефицита и дороговизны мест мечеть Лонг-Айленда вынуждена предлагать верующим хранить усопших в штате Нью-Джерси, а не в Нью-Йорке. Люди преклонного возраста в Нью-Йорке о своем погребении договариваются еще при жизни. Сами копят на это деньги, покупают место на кладбище, начинают платить в рассрочку, готовят вазу для кремации или надгробный камень. Но для мусульман неприемлема кремация и иные нетрадиционные для этой религии способы захоронений. В связи с этим Ума Нью-Йорка надеется добиться от властей города дополнительного участка для погребения умерших. Иначе смерть близкого человека станет непосильным финансовым бременем и попросту разорит семьи. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. 1 на миллион.